Люблю. Я буду говорить, а ты переводи. Passion. Passion, страсть. Inspiration. Вдохновение. Зубрить не нужно, зубрежка не работает. Я продвинутая. Больше это точно все нужно для приготовления теста. The. И передо мной сидит голый ученик. Всем привет! С вами я, Ирина Крикуненко, и вы на моем канале «Давай попробуем». Сегодня у меня в гостях Виктория Помазова, основатель школы английского языка Speaking. Приветствую! Привет! Спасибо, Привет, что пригласила. Сегодня будет очень интересно. Мы будем и учить английский, и готовить, и обсуждать интересные истории, поэтому давайте начинать. Сегодня мы будем готовить булочки Cinnabon. Да, это уже очень вкусно звучит, а название, кстати, пошло от английского cinnamon, что значит корица. Сегодня мы будем готовить булочки на закваске. Ты когда-нибудь делала? Вау, ты заинтриговала, у тебя вообще невероятно все это получается, и хлеб, и булочки, поэтому научи. Сейчас будем делать ручной замес, а в процессе ты расскажешь свою историю. Хорошо. Хорошо? Итак, я уже приготовила все ингредиенты, все отвесила. Сейчас нам нужно с тобой смешать закваску. Можем делать одновременно. Давай. 120 грамм закваски. Угу. Сюда добавляем молоко. Так. Смотри, здесь 200 граммов, нам нужно 150, то есть где-то 50 оставляем. Угу. Наливаем. Хорошо. Milk. Молоко. Milk. Так, поехали. Так, еще Чуть-чуть еще. Угу. Да, кстати, давай ты сразу будешь наших телезрителей обучать английскому. Это? Давай, и это самый быстрый способ, вот просто в жизни. Мы сразу запоминаем. У нас sugar, сахар. Как запомнить, на S начинается сахар, sugar. Похоже. Кстати, я когда изучала английский, мне преподаватель говорил, ты смотри вокруг себя и все, что ты видишь, называй. Там, fridge, oven, dishwasher. И вот так вот просто в повседневной жизни говори. То, что не знаешь, записывай. Окей, sugar. Да, можно, да. Давай. Что мы делаем с ним? Add sugar. Да, это один из способов. Действительно, в жизни, конечно же, это все применять сразу, но, наверное, не на самом начальном уровне, когда ты еще не знаешь английского. Egg. Это egg. Egg. We have 2 eggs. Да. 1 egg, 2 eggs. Окей. Оп. Это, кстати, Оп, будет... это не на английском, да. Так, дальше добавляем муку. Ага, flour. Вот, кстати, flower и flower, цветок и мука, звучит одинаково. Пишется по-разному, но не стоит этого бояться. В русском языке тоже есть примеры, да, там ключ, такие слова, амонимы, которые звучат одинаково, означают разное. Это нормально. Главное, вот в контексте, запомнили, что flour – это мука? Все, flour – мука. Вот, кстати, да, с русским языком поедим, вот этот пример просто боль. Попробуй объяснить иностранцу, что мы поедим. Да, идем ехать. Так, butter оставляем, соль оставляем. Все, что нам необходимо для первого замеса, мы смешали. Теперь мы начинаем мешать одной рукой и одну оставляем чистой на всякий случай, вдруг там что-то зачешется. Я знаю, что ты посетила более 20 стран, работала в разных компаниях. И вообще, почему ты решила основать школу английского языка? Да, откуда вот эта любовь к языку? На самом деле я с детства мечтала путешествовать, и языки вообще мне не давались. То есть я училась в математическом классе в семье бухгалтеров. Как такое может быть? Человек, который преподает английский, мне кажется, ты уже вот родилась, и у тебя там мультики на английском, нет? Вообще, я, наверное, была первой в семье, кто заговорил на английском языке. У меня, кстати, такая же история.
Да, но знаешь, главное желание. Вот я так хотела, я просто мечтала, я спрашивала у своих знакомых, я хочу путешествовать, что мне делать. И, наверное, где-то другие люди вселяли веру в меня. То есть они говорили, ну, хочешь, учи языки. То есть бабушка с дедушкой даже мне говорили, что, ну, это вообще-то самое главное. Вот учить языки. Да, да. Но не получалось совсем. То есть я конкретно рыдала. Я рыдала над домашками. У тебя в школе был английский? Да, у меня все тетрадки были списаны красной пастой. Как бы я была из отстающих, да. Я не могу в это поверить, на самом деле, потому что у меня такая же история, но у меня был английский и французский, и мне английский давался очень легко. Я участвовала в олимпиадах за школу, я была лучшей. Когда в 10 классе я сменила школу, пришла в другую, то преподаватель просто офигел от моего уровня, который был лучше, чем у нее. Вот. И это было настолько легко, французскому я не уделяла достаточно внимания, я сейчас его подтягиваю. Но что я хочу сказать, что я всегда знала, что язык нужен для того, чтобы... это ключ к большому миру. Да, к общению со всем миром. Да. Но как ты преодолела вот этот, перешагнула вот этот барьер, и как тебе удалось выучить? Первую рекомендацию, которую мне хотелось бы дать начинающим, кто начинает учить язык, важно вот поставить эту цель. Вот представь, если тебе сейчас дать книжку о том, как выжить в лесу, у тебя половина не запомнится, то есть тебе непонятно, для чего ее читать. Если же я тебе скажу, что через 2 недели мы тебя оставим в лесу одну, и ты понимаешь, что тебе нужна эта информация для выживания, жизненно необходима. То есть нужна мотивация. Мотивация обязательно. Если тебе это надо, да. Давай вот это выложим и да, подключим вторую руку уже. И ты знаешь, вот я сегодня буду говорить какие-то такие простые рекомендации, но это то, что реально поможет, то, что помогает моим ученикам. Потому что иногда нам кажется, что должна быть какая-то суперсистема, там как-то произношение свое выстроить, а на самом деле элементарно. Первое, у вас должна быть цель. Зачем вам учить английский? И вот прям хорошенечко тут прям представляете, как вы выучите его, как вы куда-то, может быть, поедете, прям разрешите, уберите сейчас все рамки. И у вас жениха заморского найдете. А это у меня вообще история есть про это. Что часто действительно девушки обращаются с запросом, таким желанием, целью, да, познакомиться с англоговорящим иностранцем. Бывает, кто-то уже переехал, и их реально просто зовут на свидание, и им нужно общаться, и мы подтягиваем английский для свиданий. Класс, супер. Ученица переехала в Канаду, на самом деле такая уже, ей 50. Вот вы понимаете, можно в 50 не настраиваться на то, что это уже скучный возраст, что я сильно старый. Ее зовут на свидание, у нее от женихов нет отбоя. Почему? Потому что она такая жизнерадостная, позитивная, и она замечает свои успехи. То есть мы на уроке сидим, и она не говорит, что «Ой, это сложно, у меня не получилось». Она «Ой, я такая молодец, я вот слово запомнила. Ой, а у меня тут, мне позвонили на свидание, давай мы выучим с тобой фразу, как мне сделать заказ в ресторане». Вот с таким настроем вот будет получаться все, будет. Главное настрой. А тем временем я предлагаю тебе поместить вот это, а я тебе помогу вот здесь. Видишь, опыт – это главное, да? Вот. Потому что я уже замешиваю тесто более года, поэтому у меня получается ловче. Молодец! Как это по-русски? А как это по-английски? Better? Better – это лучше. Ты можешь сказать well, I do it well. Я делаю это хорошо. Well. Well, I do it very well. Да, это очень and хорошо. With a lot of passion. Passion, страсть, And love, inspiration, вдохновение, and motivation, and emotions. Это точно все нужно для приготовления теста? Да, вот булочки будут просто изумительными. Класс. Да. Давай еще научу тебя, как будет вкусно. Tasty. Delicious. Delicious – это изысканно. У меня вот даже, знаешь, я у себя в Инстаграме стараюсь раскрывать вот такие фразы. То есть вот как у меня есть, допустим, видео, как сказать это вкусно на английском, есть 4 варианта. Вот delicious, да. It's delicious. Но это вообще уже изысканно, да.
Tasty – это простой вариант. То есть, если сложно запомнить сразу 4, запомните один tasty, самый простой. А как сказать «тающий во рту»? Я не знаю. Вот, смотри. А как будет рот? Mouse. Mouse. А как будет таять? Melt. Melt. Mouth melting. Mouse melting. Mouse melting. Даже никогда не слышала. Ты представляешь, вот я живу, использую свой язык в бытовом повседневном мире и не знаю вот таких вот фразочек нужных. Как ты перешагнула вот этот свой барьер? Как тебе удалось справиться с тем, что у тебя не получалось изучать английский в школе? Это первый вопрос. А второй я задам после. У меня был достаточно тернистый в этом плане путь. Я поехала в Китай. Когда я закончила первый курс, то есть мне было 18-19 лет, я поехала в Китай волонтером на стажировку. И я еще тогда не знала совершенства это было английский язык. Что ты там делала? Я общалась давай так, я уже тогда на английском языке рассказывала про свою культуру. Кроме меня были еще ученики с других университетов, с других стран. Нас было где-то около 10 людей с разных стран. И наша задача, мы волонтерили, то есть мы не преподаватели, но мы где-то расширяли кругозор для детей китайцев, которые учатся в школе, и мы им рассказывали, то есть этот проект был направлен на культуру, для того, чтобы ознакомиться с культурой других стран. И это тебе помогло разговориться и повысить твой уровень, да? Когда ты обучаешь, ты сама учишься. Да, это хороший момент, но здесь мне помогло, что я жила в китайской семье. Я жила в настоящей китайской семье. Я потом уже его начала учить, я знаю базовое китайский. Класс! Вообще, это уровень бог. Не бог, все реально, но по чуть-чуть. То есть смотри, вот если подрезюмировать, я жила в китайской семье, и уже утром я просыпалась, мне нужно было что-то сказать на английском, мне нужно было знать такие слова, как прищепка, постирать, как будет что-то прищепка? постирать. Клип. И представляешь, приходилось, то есть это практика. Давай добавим соль и ее попробуем размешать. Так. Можешь вот так его И если тебе слишком туго, то можно добавить чуть-чуть молочка еще. Так, потихонечку добавлять его. Слушай, я никогда не мешала руками это тесто, это реально сложно. Но можно, если у вас нету миксера, тестомеса, добавляем соль. Как будет миксер на английском? Миксер. Да, очень легко. Мы иногда думаем, что английский язык сложный, но очень много, видишь, слов похожих. Миксер. Боже, то есть микс – это мешать, миксер – это, собственно, миксер и перемешивать. Оттуда и пошло у нас миксер, перемешивать. Так что вы уже должны знать как минимум 10 слов. Да? Да, но досматривайте до конца, у нас еще впереди и фразы, и диалоги. И фразовые глаголы – это самое любимое. Слушай, кстати, вот я всегда говорю, язык не нужно учить, на нем нужно разговаривать. И вот языковой барьер – это, пожалуй, самое сложное, что людям тяжело перешагнуть. Что ты рекомендуешь, как твои ученики справляются с языковым барьером? Языковой барьер делится на две части. Первое – это когда мы не можем сказать, то есть мы не можем, да, вот сказать, от нас идет. Или когда мы не воспринимаем, не понимаем, то есть мы или боимся, что мы не поймем человека, собеседника, или действительно он говорит, а для нас это как одно сплошное длинное слово. Поэтому из-за чего мы боимся говорить для начала? На самом деле, вот, как бы объяснить так коротко? Мы или боимся совершить ошибку, или боимся, что нас как-то осудят, о нас подумают плохо. То есть, что мы не знаем, что мы неправильно там сказали слово. Вот чаще всего из-за этого. То есть мы настолько боимся сказать неправильно, и мы даже не чувствуем. Нам кажется, что мы просто что-то забываем слова, что нас блокируют, а на самом деле это из-за страха сделать ошибку. То есть это когда человек в принципе не очень уверен в себе, нет? Или это не связано? Можно быть уверенным в себе,
Но боятся конкретно говорить. в английском, да, эта уверенность нарабатывается. Знаете, как мышца тренируется отдельно. Стать уверенным конкретно в английском языке. Мгм. Как приходит уверенность? Ты рассказывай, я Через тебе помогу. практику. Когда мы в безопасной среде, понятной среде начинаем говорить, мы видим, что нас понимают, что даже если есть какие-то ошибки, это не критично. То есть, по сути, занятия, если они выстроены правильно, по методологии, они в разы быстрее дадут тебе результат, чем просто будешь пытаться в жизни реально вот походить, у прохожих сразу что-то спрашивать. Поэтому очень Уверенности важно не будет. диалоги, да? Ну вот, например, в группе диалоги Да. часто. Да, да. И почему я люблю группы? Разные акценты. Ты тренируешься воспринимать на слух разных людей, живых людей, то есть не по видео. Как ты понимала китайцев? Как? И вообще, слушай, я не представляю, у тебя вот... ты учила китайцев? Да. То есть у меня ученики сразу начинают разговаривать, даже вот на первых занятиях, быстрее, чем, на самом деле, вот в школе. Там бывает уровень Ассимиляция. Это оно? Ассимиль, когда вот там ты показываешь им. Ага. Да? Насчет, кстати, И, ассимиляции. И глаголы, например. Вот как глагол ему сказать, да? Вот, не знаю, там. Что-то ты можешь показать, а что-то не можешь. Да. И ты Но ему мы говоришь, начинаем- вот это. Как сегодня, вот мы смотрим, да, например, milk, и мы понимаем milk. Butter, тоже понимаем, масло. То есть ты это видишь. Потом я тебя буду спрашивать в реальных таких диалогах, what is it? Что это? И ты скажешь, what is it? This is dough. Yes. I need the dough. Я замешиваю мгм. тесто. Ну да, это уже там продвинутый, да, потому что это вообще лексика, что касается уже выпекания, это уже более... Ребята, я продвинутая. более высокий уровень. Ну вот так, то есть через картинки, через специальные карточки, упражнения. Ты можешь просто идти по улице гулять, слушать на фоне фразы определенные, вот как мы на курсе даем, то есть там и аффирмации на мышление твое, чтобы тебе легче все запоминалось, то есть ты настраиваешься на то, что у тебя память хорошая, что все у тебя легко получается, ну то есть мы работаем над мышлением, это тоже важно. Сколько лет ты преподаешь? Я преподаю 7 лет. Да. Это то, чем бы тебе всегда хотелось заниматься? Есть спрос на это, да, вот ты спрашивал вначале, как я к этому пришла, то есть был запрос от людей, я видела, что у меня получалось. Я углубилась в психологию, чтобы понять вот эти все барьеры, из-за чего у нас не получается. Я получила образование психолога. И сейчас я уже обучаю своих преподавателей, которые преподают по моей методике. То есть я действительно вижу, что моя методика уникальна, и таких аналогов нету. И это дает, собственно, результат. Заговорить там за 12 недель уже на плюс 2 уровня. У тебя есть преподаватели, кроме тебя? Да. Ты обучаешь их сначала, да? Да, я обучаю своих преподавателей, Своей я методике? продолжаю вести уроки тоже. Часто ко мне приходят уже знаменитости, предприниматели, которые хотят уже персональный подход, тоже можно. У тебя есть свой сайт? На каких-то других площадках тебя можно найти, типа iTalki или нет? Или уже тебе достаточно? Да, у меня своя школа, поэтому можно, конечно, записывайтесь на пробный урок в Инстаграме. У меня отличные менеджеры выберут вам время. Просто попробовать вот нашу методику. Ваша жизнь разделится на до и Даже после. мне захотелось попробовать вашу методику. Действительно. Итак, последний ингредиент – масло. Да, его нужно потихонечку вмешивать, но мы, поскольку у нас руки теплые, мы его сразу все положим, и это уже будет финальный вариант нашего теста. Мы замесили тесто, теперь мы отправляем его на брожение. В зависимости от того, какая температура воздуха в комнате, это может занять от 4 до 6 часов. Оно должно увеличиться в объеме в 2 раза, и после этого мы будем делать наши булочки. Оставайтесь с нами. Оп! А тем временем прошло 5 часов, и наше тесто выбродило. Смотрите, какое оно невероятное! Вау, amazing! Amazing! Обожаю тесто. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и не забывайте подписываться на
канал, телеграм-канал, инстаграм Виктории. У нее очень-очень много бесплатного материала. Все ниже под видео. Что мы делаем с нашим тестом? Колобок. Оп. Ох, вот здесь вот у меня просто замирает сердце. Я разделю на две части. Одну тебе, одну мне. Ага. Ой, просто когда я это делаю, все, я забываю обо всем. Держи, Мне это тебе. постоянно хочется тебя вот чему-то научить. Ты такая на две части, такая у меня сразу уже one, two, типа один, два. Ты учительница, да? Вот есть все-таки, это не отнять. Нам нужно теперь вот немножечко его вот так вот примять, этот колобочек, да? Так. Спустить лишний газ по поводу акцентов. Очень интересная тема. Я помню, когда только начала английский в 5 классе, нам учительница говорит, приносите зеркало. И вот это вот мы есть какие-то слова, вот опять же, которые пишутся одинаково, произносятся по-разному. И даже не всегда мой муж американец меня понимает. Ужас какой! И плюс еще китайцы, опять же. Вот расскажи, пожалуйста, про акценты, про фонетику и вот как ты с этим работаешь? Про школу, книжки, какое-то зеркальце, даже не говори, это какой-то ужас. Я как вспомню, как так вздрогну, все эти тетрадки в красной пасте и уроки, зубрежка. Смотри, есть способы проще, но, конечно же, если мы говорим про произношение, у нас совершенно разные звуки все. Например, если ты попросишь американца сказать «я тебя люблю», он скажет «люблю», потому что в английском языке нету мягкого «лю», он не может это сказать, он скажет «люблю». Ну и, конечно, представь, как мы звучим, когда мы говорим неправильно, своими звуками, то, как мы привыкли разговаривать, поэтому срочно нужно поработать над произношением, чтобы звучать красиво. А что касается китайцев. Да, как они звучат? Они тоже не умеют выговаривать звук, они не умеют выговаривать звук «л», поэтому, например, если человека зовут Билл, в китайской версии это будет «пиу». То есть да, звук «б» сложен для них, и звук «л» тоже сложен. Ну, у них другой язык, другое звучание. Поэтому да, это как у my name арабов. is Пиу. У них нету «п», баба. Да. Что еще из такого? Тона. В китайском языке вот эти тона, и когда они говорят на английском, у них тоже вот немножко скачет предложение. Там, у них это уже заложено. Where are you? Там, вот сильно, да, в каждая фраза. Но, я же их учила, поэтому ждите. Новое поколение китайцев знает английский уже лучше нашего. Ой, слушай, я сейчас продолжаю изучать французский язык, и мой преподаватель говорит, что китайцы, они самые трудяги. Вот он мне дает, например, домашнюю работу, вот столько тебе видео посмотреть, столько сделать заданий, выбери то, что нравится, если у тебя будет время, сделай. Конечно, я ничего не делаю. Он говорит, а китайцы делают все. Говорит, я был в шоке, когда он высылает мне просто вот все вот эти вот 50 заданий, и я говорю, а ты что делал в выходные? Он говорит, ну домашку делал, ты же мне выслал вот это все. И они реально очень трудолюбивые, да? Верно. Если бы действительно достижение наших целей, способность к языкам зависела бы только от наших каких-то желаний, внутренних целей и способностей, ну, все бы на самом деле говорили бы уже на английском, но решает действительно труд и дисциплина. Дисциплина, да. Что такого оригинального ты ела в Китае? Да, ты хочешь, чтобы я тебя удивила, да? Очень. Ты хочешь? Ты очень похожа на смелую, храбрую девушку, ну, то есть ты такая есть, да? Такое впечатление производишь, поэтому хочу знать, как же там чипсы из тараканов? Были? Я пробовала лягушек, пробовала шкуру, даже, ну да, это, типа шкурка змеи, пробовала, да, и тараканчики были, да, было, ну, кто как бы, ну,
как это сказать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Конечно, попробовать это интересно, и мне даже сложно об этом рассказывать, как что-то удивительное, потому что это норма, что ты приходишь в магазин, и там какие-то куриные вот такие лапки. Или, например, просто иногда не хочешь экзотики, хочешь просто заказать супчик, чтобы тебе привезли, а там может быть какая-то неожиданность, там может быть какое-нибудь утиное яйцо, какая-нибудь такая лапка не очень аппетитная. То есть кухня Китая полна сюрпризов. Там печенка, да, полна, но ты можешь это не кушать. Есть и хорошие моменты, что в китайской еде много чего вкусного. У них невероятные соусы, какие-то их хот-поты. Хот-пот — это зимой. Приходят группкой друзья, заказывают hot pot, от слова горячий котел. И прям тут оно все кипит, и ты бросаешь туда мясо, порезанное, сырое, и вы общаетесь, и у вас это все готовится. Это похоже на вьетнамский фобо? Ну, фобо уже ты его не готовишь, наверное, это немножко другое. А тут именно смысл в том, что ты это готовишь, кушаешь, приятно проводишь время, и это способ согреться. И во многих городах зимой в Китае холодно. Угу. Да. Слушай, интересно, ты посетила 20 стран. Угу. Как за такой короткий период тебе удалось и тем более пожить и в Китае, во Вьетнаме 3 года? Где ты еще жила, я даже не могу себе представить. То есть ты окончила школу, университет и сразу же решила, что все, пора в путь, покорять мир. Более того, большую часть стран, вот стран 15 я посетила еще, когда я училась и была студенткой. Я очень много занималась волонтерством. Я была вице-президентом одной организации в своем городе, волонтерской организации молодежной. То есть просто я там университеты прогуливала, но мы организовывали крутые проекты, конференции для молодежи. Наверное, это было во мне всегда. С такого уже подросткового периода я хотела делиться, я уже хотела что-то организовывать, какой-то движ. Мне нельзя было сидеть дома, то есть мне уже было скучно, и я действительно хотела познавать этот мир, познавать эту жизнь. Вообще, самая моя такая важная ценность — это вот яркость жизни, чтобы жизнь была интересная. Я тебя очень понимаю, но я так понимаю, что если ты волонтер, и у тебя нет средств путешествию, то каким-то образом чудесным ты все равно путешествуешь. Да, я из обычной, если честно, семьи, то есть у меня папа водителем был, мама бухгалтером, английский никто не знал, но я не хотела с этим мириться, и я за счет организации, то есть часто, если я волонтер, что это значит? Что я не получаю зарплату за свой какой-то труд, за организацию, но я подавалась в проекты, которые оплачивали билеты полностью или частично, которые, собственно, организовывали там питание, жилье. То есть ты получаешь опыт, путешествия, связи, знакомства и вообще даже больше, чем просто зарплата. Да. Вот, кстати, интересная тема. Я почему-то не думала в сторону волонтерства. Вот, так что пользуйтесь, друзья, если вдруг вы еще сидите где-то там у себя и хотите посмотреть мир, Виктория знает, как это сделать. Да, и если вы уже старше, то есть много возможностей, когда мы учимся, когда мы студенты, но если вам уже 30, у вас другие возможности, вы, например, можете сразу найти работу. У меня огромное количество учеников переезжают в другие страны, находят себе англоговорящих клиентов, учат по нескольку языков одновременно. Вот даже вот мы сейчас находимся в Испании, очень много кто учит сейчас несколько языков одновременно. Нормально, просто можно их разделять в разные дни, например, изучать. Просто и тот практиковать. И все у вас будет получаться. Особенно направление онлайн. У меня много кто сейчас маркетологи, таргетологи учат английский. И благодаря этому просто меняют свою работу, карьеру, то есть улучшают, уже получают деньги в долларах. И все, а потом уже можно, собственно, путешествовать куда хочешь, когда у тебя есть... Твоей энергией, с твоей способностью зажигать, мне кажется, у людей нет шансов, поэтому да, и мне кажется, те, кто боятся сделать шаг к своей мечте, тоже могут идти к тебе. Да. Ты дашь волшебный пинок или ключи. Легко. Сейчас мы будем катать булочки, делать рулет, я буду говорить, а ты переводи. Давай.
Берем корицу, смешанную с сахаром. Можно просто по слову, чтобы не все. Для тех, кто учит английский с нуля. Хорошо, проще. Специально для новичков, для начинающих, да, basic. Корица и Cinnamon. сахар, Sugar. ложка, Spoon. сыпем Add. равномерно, но это уже следующий уровень, gradually, ну, неважно, сыпем, посыпаем тесто и сейчас будем сворачивать. Roll. Для того, чтобы запоминать слова, в принципе, нам не нужно их зубрить. 7 раз они нам встретятся. Правило 7 касаний. Вот мы сегодня... 7 раз отмерь, 1 отрежь. Вот уже запомнилось, 7 раз встречается слово, и вы его запоминаете. Зубрить не нужно, зубрежка не работает. Писать можно? Работает? Можно прописать его даже в воздухе, в углу, и у тебя активируется, вот это вот все активируется у тебя и легче запоминается. Это все такие фишечки для запоминания слов. Класс. Можешь Еще. прям побольше? Ну More. вот если ты любишь more, Больше. sweeter, more sweet or sweeter. Sweeter. Кстати, вот это тоже сравнительная степень прилагательных, да, когда добавляется er или more. Интересная тема. Мы даже с мужем спорили, что можно всегда говорить more, something more big, хотя, наверное, нет. В разговорном английском, конечно, можно все. И вообще не останавливай себя, если ты хочешь что-то сказать, если ты находишься, знаешь, в какой-то ситуации, ну, тебе же нужно решить вопрос. Да. Да неважно, как ты там говоришь, с ошибками или без, говори. Но потом, конечно, ты будешь улучшать. Нам нужно Ага. вот так вот Давай. очень, да, туго. Чем туже, тем лучше. Мгм. И вот так вот немножечко поднатягивая, Хорошо. да? Ты никогда не крутила Такие нет. Все No. отлично. My first time, мой Excellent. первый раз. Your first experience. My first experience. По поводу прилагательных, конечно, есть правило. Если слово сильно длинное, и уже некуда окончания, вот это добавлять er, то есть, ну, как правило, это уже 3 слога и больше, то мы скажем more. То есть мы добавим просто рядом другое слово. Более там, более beautiful, более красивый, beautiful, сильно долгое слово. Мы уже не скажем beautiful, сильно долго. На самом деле вот такие моменты находить, и становится понятно, почему так в языке, так или иначе. Есть всегда. И какая-то помним, причина. что главное – мотивация, да? А можно мотивацию себе придумать? Вот как-то ее искусственно создать? Как ты Можно думаешь? найти, можно расширить вообще видение, увидеть, что английский нам нужен на вчера. Английский сегодня это как уметь плавать. То есть пока мы не умеем плавать, мы даже не знаем о том, насколько это классно, насколько, просто мы уже не задумываемся. Мы пошли на пляж, искупались, поплавали, вернулись. Если мы на яхте, мы чувствуем себя безопасно, потому что мы умеем плавать. То же самое в английском языке, пока вы его не знаете, даже, наверное, не ощутите, да, как... Не догадываетесь, какие огромные это важно. возможности Да. могут открыться. Да, можно выйти замуж, можно найти работу получше. Открыть бизнес, стать звездой. Да, 60% информации глобально всей мировой на английском, и только 2% на русском языке. 2-4 вот. Представляете, как вы ограничиваете свои возможности? Вот. Да. И самая интересная, важная, ценная информация, она часто не переводится. У меня вот был случай, ученица думала, что она вообще английский не знает, что мы будем с ней учить с нуля. Я заготовила материалы, мы планировали урок вот с самого начала, приветствие. А у нее B2, да? Почти что, да. И ты знаешь, это часто бывает, мы так себя недооцениваем, да. Вот, кстати, да, человек склонен думать о себе хуже, чем он есть на самом деле. Это есть такое. Да, и, кстати, один раз проводила пробный урок, чтобы попробовать, да, такое знакомство. Я включаюсь в Zoom, в онлайн, и передо мной сидит голый ученик. Это, конечно, хорошо, что
что онлайн Голая, правда? можно чувствовать себя комфортно. То есть у меня бывает подключаются ученики с пляжа, с Он машины. был топлес или, может быть, он тебя заманил специально? Или это была она? Это был он. Знаешь, вот бывает такое, но я не растерялась, как бы я попросила одеться, поэтому комфорт, знаешь, прежде всего комфорт. Если тебе комфортно, если ты дома, ты можешь легче запоминать, тебе легче дается учеба. Вот преимущество онлайна. Голый мужчина мне будет сниться. Это Кстати, очень смешно. экспериментировали с учениками, мы действительно проводили уроки, даже когда они ходят гулять, тоже по-другому у тебя настраивается уже То есть они в восприятие. наушниках идут на прогулку? Да, и мы общаемся. И человек идет, для него это одновременно и прогулка, и изучение английского, потому что Слушай, все мы классно. заняты, мы можем Да. это совмещать. Я тестировала много форматов, мы даже через танцы учили. Сколько по времени длится урок? Урок, разговорный урок длится час. Час. Как Мгм. такой стандартный урок, но ты можешь уделять буквально, если это не день с уроком, каждый день буквально 10-15 минут в день. Ты можешь вот таким интересным способом, то когда ты гуляешь, когда ты готовишь, в общем, все можно обустроить так, чтобы ты как бы в это время учила английский. Ты знаешь, сколько у тебя было учеников всего? Или не Более считаешь? 1000 Более 1000. всего. За какой период, самый быстрый период, когда человек освоил язык? Вот на том уровне, на который ему было это необходимо. Зависит конкретно от цели. Кто-то за 3 месяца, то есть, например, уже человек может жить в Америке. У меня были такие примеры, когда девушка жила в Америке, но она избегала язык. Мы буквально 2-3 месяца, с ней мы 3 месяца, 16 уроков у нас было, позанимались, и все. Она уже потом... Ты ее включила. Я ее включила, да, у нее вот эта уверенность получилась, мы подтянули с ней грамматику, все, что у нее там сомнения были, потому что была структура, то есть мы какие-то знания, там все, вспомнили то, что забылось, и все, я ее отпустила в свободное плавание, и она уже, вот, собственно, живет в Лос-Анджелесе и общается уже с клиентами. Есть ли ученики, которые уже, в принципе, у них хороший уровень, но они просто хотят заниматься, вот им нравится? Да, конечно, есть тоже. Для более высоких у нас разговорные уроки, то есть мы не учим, сидим правила, а мы общаемся, то есть тема психологии, саморазвития, технологий, искусственный интеллект, и это все на английском. Ну, конечно, если уровень позволяет, то есть мы к этому идем. Да, Вот чтобы мне вот такой подтянуть. формат подходит. Я сама, когда занималась, и сейчас занимаюсь, там, английский, испанский, нет, английский нет, французский, испанский, да, у меня преподаватель, он как друг мне, да, и мы начинаем беседовать, что произошло, что было, и параллельно какую-то лексику подтягиваем. Мгм. Это очень классный интересно, способ. да. Это, кстати, вместо психолога можно, тем более у Вики есть психологическое образование, можно тут Можно. сразу 2 зайцев убить. Да. И английский подтянуть, и решить свои проблемы. Да. Кстати, я знаю, По двойной цене. Я знаю много языков, на самом деле, мы про это не говорили. Серьезно? То есть я владею английским, русский, украинский, китайский А2, то есть уже, ну, подожди, китайский, наверное, все-таки А1, потому что я жила в Китае, и я базово общалась там. Я знаю французский на Б2, я училась полгода во Франции. И самое обидное, что сейчас учу испанский, потому что это жизнь. Иногда так бывает, что... Почему обидно? Так Ну, наоборот. 7-й язык мне уже неохота учить. Он у тебя должен уже сам приложиться. Он похож на французский. в какой-то Похож, степени. но в моем случае, вот я действительно считаю, что у меня нет прям суперспособностей. У меня что-то Нет же... суперспособностей, в 28 лет говорить на 7 языках, это так, все, это мелочи жизни. дисциплина, правильный метод. Да, где-то мне уже легче, но это не отменяет того, что мне нужно прикладывать усилия. Ну, знаешь, с твоим потоком энергии, мне кажется, тебе все равно куда-то надо вот эту энергию направлять. Вот Да, языки, в это класс. испанский теперь да, потому у меня богатый опыт, как вот несколько языков одновременно изучать, как это все сразу в жизни применять и вообще как переезжать в другую страну. Через и- год на этой кухне Вика расскажет вам, как выучить испанский за 2 месяца. Давайте, челлендж. Ну вот, мы порезали наши булочки. Теперь нужно оставить их на расстойку. Также в зависимости от температуры воздуха от 5 часов. И чем меньше булочка, тем дольше она будет расстаиваться.
Ну что, наши булочки испеклись. Мы сделали соус из маскарпоне. Под видео вы найдете рецепт этого соуса. И теперь можно немножечко их охладить, либо можно сразу же поливать. В зависимости от того, какой температуры будет булка, соус либо будет впитываться внутрь, либо оставаться сверху. И также вы можете регулировать густоту соуса количеством молока. У меня он немножечко коричневый, потому что был коричневый сахар, поэтому он похож на карамельное или топленое молоко. Если будете добавлять обычный сахар, он просто будет белым. Получается очень аппетитно и пахнет тоже очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить, не пожалеете. И если у вас нет закваски, то я напишу, сколько нужно взять дрожжей, чтобы получились такие же булочки. И мы можем уже приступать к чаепитию? Да, сейчас мы будем пробовать. Ну что, мы готовы попробовать? Смотрите, какие шикарные булочки у нас получились. Булочки аппетитные. И будет у нас дегустация. Так, ну поехали. Кусаем. Сейчас прожую и скажу. Действительно вкусно. Можно соуса добавить побольше. Можно еще Можно больше. прям залить. А еще можно масло, сливочного масла. Когда мы раскатали, добавили сливочного масла, потом засыпали это сахаром с корицей, и тогда она будет вообще вот такая вот, знаешь, жирненькая. Ну, и пропитанная. Мне идеально. Вот мне прям правда нравится. Спасибо тебе за... Готовь на здоровье. За такой рецепт. А пока мы дегустируем булочки, я хотела сказать, что у меня раньше была, ну точнее, у меня такая была идея делать рубрику «Замужем за иностранцем». Потому что очень многие девчонки действительно замужем за иностранцем, и всегда интересно слышать историю, да, как произошло знакомство. Я знаю, что ты не замужем, но поскольку ты довольно долго жила в Азии, у тебя наверняка были какие-то отношения с местными. Расскажи, это очень интересно. У меня нет таких знакомых. Да, например, да. Китай, Вьетнам. Конечно, да. На самом деле, я говорила о том, что я жила в Китае пару лет, и у меня был парень китаец. И знаешь, если бы я могла вот передать людям какое-то одно качество, которое помогало мне по жизни во всем, то есть в жизни, в работе, в английском, это открытость. То есть я действительно где-то старалась убрать свои какие-то рамки. Быть открытым к новому, это всегда интересно. Вот опять же, те же возможности. У меня был парень китаец, при том, что не было такой цели, это не было специально. Но интересный опыт, что тебе сказать. Отличается от европейцев? На самом деле романтично. Лучшее свидание китайца — это пригласить покушать куда-то, что мне очень близко. Накормить. Китайцы окружают заботой, то есть они действительно, ну вот самые настоящие такие джентльмены, такие вот мужчины, да, хотя вот не скажешь, так мы никогда бы не подумали, но в целом могу сказать, это очень хороший опыт встречаться с китайцем. Мне кажется, такие услужливые, нет? Вот, заботливые. Заботливые. Да, они прям окружают заботой, и в целом девчонки, они такие уже более деловые, там, я хочу то, я хочу это, там, шопинг. Цветы дарят? Цветы, кстати, не так популярно, да, вот какие-то признаки ухаживания у них другие, они могут сумочку тебе подарить, купить. Сумочку Да. Dior. Да. Из китайского магазина. Не принято на улице так открыто проявлять любовь. Вот обнимашки, целовашки, у них этого нет. Но когда выключается свет, и когда никто не видит, вот там уже начинается экзотика, в общем-то, Азия, ну, как бы самая большая страна в мире, ну, то есть густонаселенная, вот эта вся история, да? Да. Они Теперь знают понятно, толк. почему. Спасибо, что поделилась, очень интересна твоя история.
Вот. А вы подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на ресурсы Виктории, готовьте булочки по моему рецепту и до встречи в новом эфире. See ya!